Суровое побережье Ирландии с его изумрудными холмами, высокими скалами и завораживающими видами на Атлантический океан всегда привлекало туристов. Но даже эти захватывающие дух пейзажи не смогли подготовить жителей округа Мэйо к неожиданному появлению странного и загадочного объекта, который холодным туманным утром подплыл к берегу. Это был плавучий дом на солнечных батареях, расположенный за тысячи миль от места своего происхождения в Канаде. Появление судна вызвало волну возмущения в тихом прибрежном городке, вызвав интригу, вопросы и чувство удивления. Но что это за странное судно и как оно оказалось так далеко от места назначения? Это было обычное утро на побережье Ирландии. Туристы и местные жители собрались, чтобы насладиться потрясающими видами округа Мэйо, когда их внимание привлекло нечто неожиданное. Сквозь густой туман показался странный объект, медленно приближающийся к берегу. На первый взгляд это было похоже на массивный инопланетный корабль. Но по мере приближения стало ясно, что это не космический корабль внеземных цивилизаций. Это был плавучий дом, но он не был похож ни на одно судно, которое кто-либо когда-либо видел. Очевидцы сразу заметили, что судно двигалось беспорядочно. Его бесцельно несло по воде, как будто у него не было четкого направления. Объект, казалось, плыл сам по себе, ведомый только ветром и течениями. Вскоре те, кто был на берегу, поняли, что судно движется прямо к побережью. Началась паника. Что это был за объект и почему он оказался посреди океана, так далеко от любого известного порта? Грег Уотт, местный офицер береговой охраны, получил вызов на расследование. Он был на дежурстве и быстро направился к месту обнаружения таинственного судна. Приблизившись, он смог разглядеть сквозь туман, что объект был большим, массивным и покачивался на воде, как будто ему там не место. Что бы это ни было, оно определенно не было похоже ни на одну другую лодку или корабль, с которыми Грег сталкивался раньше. Когда Грег и его коллеги приблизились к судну, их охватило чувство беспокойства. Казалось, что странный объект не должен был находиться в воде. Он больше походил на плавучее сооружение, чем на лодку, и не имел традиционной формы, которая напоминала бы что-либо знакомое команде. Единственное, в чем можно было быть уверенным, так это в том, что на борту судна не было ни двигателя, ни экипажа. Грег, приготовившись к неожиданностям, воспользовался мегафоном, чтобы окликнуть всех, кто мог находиться на борту. Его голос эхом разнесся над туманным морем, но ответа не последовало. Тяжелая тишина воцарилась над экипажем береговой охраны, когда они осторожно поднялись на борт странного судна. Что они могли найти внутри? Было ли оно заброшенным или еще хуже? Было ли это частью какого-то опасного плана? По мере того, как они углублялись на судно, их вопросы скорее множились, чем уменьшались. Они не нашли немедленных ответов, только жуткую пустоту, которая с каждым мгновением заставляла их чувствовать себя все более неуютно. Лодка выглядела обжитой, и повсюду все еще были разбросаны остатки повседневной жизни. Но самое пугающее открытие произошло, когда они более тщательно осмотрели внутренности. На одной из стен они обнаружили сообщение, написанное черным перманентным маркером. Сообщение было кратким, но его значение оказало глубокое влияние на расследование. В нем говорилось: «Я, Рик Смол, дарю это здание молодому бездомному, чтобы у него была лучшая жизнь. Ни арендной платы, ни ипотеки, ни водоснабжения».
С этим сообщением береговая охрана начала собирать пазл по кусочкам. Странное судно, которое дрейфовало по океану от Канады до Ирландии, было не просто необычной лодкой. Это была часть большой истории. Имя, написанное на стене, Рик Смол, вызвало интерес властей, приведя их к человеку, чья история казалась такой же загадочной и необычной, как и сама лодка. Рик Смол был родом из Тандер-Бэй, Онтарио, известен своими нестандартными идеями и страстью к альтернативной энергетике и экологической устойчивости. Твердо веря в самодостаточность и минимализм, Рик долгое время выступал за использование солнечной энергии в качестве жизнеспособной замены ископаемого топлива. Его работа в области альтернативной энергетики уже принесла ему некоторое признание на местном уровне, но это был его самый амбициозный проект, который по-настоящему закрепил его место в истории. Стремясь создать полностью самодостаточный образ жизни, Рик спроектировал и построил плавучий дом, изготовленный в основном из фанеры и других экологически чистых материалов. Но Рик мечтал не только о том, чтобы жить в автономном режиме. У него была более масштабная цель. Он намеревался переплыть Атлантический океан из Канады в Ирландию на своем самодельном плавучем доме на солнечных батареях. Его цель была ничем иным, как экстраординарностью. Он хотел доказать, что технологии, работающие на солнечной энергии, могут быть использованы для решения некоторых из наиболее острых экологических проблем в мире. Он рассматривал свое путешествие как заявление, демонстрацию того, чего можно достичь, если люди будут использовать решения в области устойчивой энергетики. Но в путешествии Рика было нечто большее, чем просто защита окружающей среды. Плавучий дом был для него не просто средством передвижения. Это был подарок бездомным. Конечной целью Рика было пожертвовать лодку нуждающемуся молодому человеку, бездомному, чтобы обеспечить его жильем, свободным от бремени аренды, ипотеки и коммунальных услуг. Он верил, что этот небольшой акт щедрости может кардинально изменить чью-то жизнь. Прежде чем отправиться в это невероятное путешествие, канадская береговая охрана с беспокойством отнеслась к намерениям Рика. Они предупредили его, что его самодельная лодка вряд ли выживет в опасных условиях Атлантического океана. Плавучий дом был хрупким, построен из легких материалов и не имел надлежащей навигационной системы. Несмотря на предупреждения, Рик был полон решимости продолжить путешествие. Он верил в потенциал своей лодки, в свои собственные навыки и стойкость. Когда Рик отплыл из Ньюфаундленда, власти опасались за его безопасность. Выдержит ли его плавучий дом испытания открытого океана или его поглотят волны? Со временем история о смелом путешествии Рика распространилась по всей Канаде, но затем исчезла. В течение нескольких месяцев не было никаких известий о Рике Смолле и его плавучем доме на солнечных батареях. Некоторые опасались худшего, что этот человек погиб в море. Другие считали, что он ушел из жизни добровольно, решив жить в уединении, чтобы не сталкиваться с давлением современного общества. Затем плавучий дом прибыл к берегам Ирландии, почти в 20 тысяч километрах от места отправления в Канаде. Ирландская береговая охрана была застигнута врасплох внезапным появлением плавучего дома Рика. Это было зрелище, которое никто не мог предвидеть, объект, которому, казалось, нечего было здесь делать. Как он пересек Атлантику и где был Рик? Несмотря на странный и нетрадиционный дизайн лодки,
было ясно, что она была построена с любовью и заботой. В нем чувствовалась жизнь, а содержащееся в нем послание давало представление о характере Рика, человека, который глубоко заботился об окружающей среде и о тех, кому повезло меньше, и который был готов пойти на все, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Ирландские власти и местные жители были ошеломлены прибытием судна, и многие задавались вопросом, был ли Рик на борту. Несмотря на многочисленные попытки разыскать его местонахождение оставалось неизвестным. Некоторые предполагали, что он скрылся, в то время как другие думали, что он, возможно, погиб во время плавания. Однако сам плавучий дом оставался символом видения Рика. Необычное судно на солнечных батареях, которое несло в себе глубокое послание об устойчивости, самодостаточности и помощи нуждающимся. Поскольку история плавучего дома Рика Смолла продолжала захватывать воображение общественности, он стал местной легендой в округе Мэйо. Некоторые компании даже стремились превратить лодку в местную достопримечательность, привлекая посетителей и туристов, желающих стать свидетелями этого невероятного инженерного достижения. Плавучий дом Рика продолжает вдохновлять людей по-другому относиться к энергетике, бездомности и возможностям самодостаточного образа жизни. Его призыв к тому, чтобы жить с меньшими затратами, помогать другим и вести устойчивый образ жизни, оставил неизгладимый след в обществе. Хотя сам Рик остается загадкой, его дар бездомным и приверженность альтернативной энергетике вызвали разговоры по всему миру. Путешествие его плавучего дома через Атлантический океан, возможно, и было экстраординарным. Но оно также стало свидетельством человеческой изобретательности, настойчивости и желания изменить мир к лучшему. Плавучий дом Рика Смолла на солнечных батареях — это нечто большее, чем просто необычное судно, которое выбросило на берег Ирландии. Это история инноваций, самоотверженности и решимости. Это напоминание о том, что каким бы необычным ни было путешествие, всегда есть смысл, который нужно услышать, и урок, который нужно извлечь. Пока плавучий дом остается в Ирландии, его наследие будет жить. Вдохновлять людей рисковать, мыслить нестандартно и работать над созданием более устойчивого и сострадательного мира, что касается Рика Смолла, то его местонахождение остается неизвестным, но его дух живет в лодке, которую он построил, и в послании, которое он оставил после себя. Послание, которое продолжает вдохновлять и интриговать людей еще долго после того, как его плавучий дом прибыл на остров. На берегах округа Мэйо.